Я приветствую вас, представители знака зодиака Лев. Второй прогноз. Узнай будущее, что будет меняться и что изменит вас. Прогноз на декаду, на 10 дней с 20 февраля и до конца месяца. Давайте узнаем, что же нам подскажут карты на этот период для вашего знака зодиака. И останемся реалистами. Любой прогноз или расклад не расскажет о личной истории каждого из вас. Но я надеюсь, мы с вами проведем приятное время. И подсказки все же какие-то вы получите, или какой-то пазл у вас, может быть, сложится, или с другого ракурса проблему увидите, вопрос, что-то обдумаете, размышлять хорошо, глядя расклады Таро, потому что они отвлекают от какого-то шаблона мыслей, а дают возможность рассмотреть альтернативу. Итак, что же нам расскажут карты, что будет меняться? Хотя, откровенно говоря, стационарный Марс, явных каких-то перемен не будет. Скорее, мы можем почувствовать, что словно жизнь на паузе. Это так может казаться. Но это, знаете, как преломление реальности. Оптический эффект, не более того. И на самом деле вся вот эта ретроградность, стационарность, это не что иное, как оптический эффект, иллюзия. На самом деле все как идет, так оно и идет. Но у нас создается вот такое видение, потому что, ну, наверное, из начального курса физики, который мы когда-то изучали в школе, искажение, если преломление, это искажение на границе или когда мы смотрим под определенным углом на ту плоскость, где соединяется воздух и вода. Ну вот если мы переложим где-то на карты Таро, воздух – это реальность, и это какая-то конкретика, ну, помимо наших эмоций. А вода – вот это эмоции и чувства. И поэтому через вот эту призму чувственности или через призму эмоций наших мы можем видеть реальность, и она искажается. По Марсу мы можем ощущать словно упадок сил, такое тоже может быть. Неожиданности давайте посмотрим. В чем ваша сила? В чем ваш прогресс, успех, что вам будет удаваться? Дела, работы, бизнес, у кого-то обучение, у кого-то документы, энергия денег на этот период в личной жизни. Что? И карта совет. И вот через эти эмоции, продолжая мною сказанное, через эти эмоции люди могут вести себя тоже по-разному. По-разному. Поэтому два алгоритма, о которых я скажу. Ну вот смотрите, карта букет. Вообще много общения. Сам по себе период приятный, как ни странно. Никто никуда не спешит, наверное, поэтому. И все же карта где-то подсказывает, если переложить на всю астрологическую картину неба, у вас есть в эти дни какой-то очень благоприятный, назовите шанс или момент, который вы не должны упустить. Почему? Добрая ведь карта, и это где-то через общение. Значит, какие-то важные разговоры. Может быть, у кого-то это обычная беседа с кем-то, с другом или с каким-то еще человеком, когда вы услышите важное что-то для себя. Или, может быть, приходит информация какая-то к вам в виде новостей. Вот есть тот момент, который вам нужно додумать. Почему? Букет склонен увядать. Поэтому вот этот пункт, вот вам нужно что-то зацепить как будто и удерживать. Я бы сказала так. Может быть, это касается ваших новых планов на будущее. Перезагрузка какая-то может быть в конце февраля. Может быть, у кого-то это и касается личной жизни. Но я больше вижу именно как идея какая-то, которую вам... Либо это ваш собственный инсайт, либо кто-то сказал, а вы додумали, и у вас это в красивую схему выстраивается. Будьте внимательны к этому периоду и к тому, что говорят люди. Да, аналитика холодной головой, вот, и аналитика это всегда какая-то непредвзятость. Значит, не будьте предвзятыми к разным людям. Может быть, вам эти люди не нравятся, но кто знает. Иногда приходит даже с какими-то спорными персонажами к нам истина. Вот такое тоже может быть. Давайте посмотрим. Аркан сердца. Нам вообще тут и про любовь. Может быть, у кого-то новое знакомство. Но, опять же, не строим грандиозных планов, потому что впереди у нас аркан букета, если это новое знакомство. С одной стороны, карты приглашают вдохновиться и продолжить общение, но не возводя это в какой-то культ. Или не думать, что если нас судьба с кем-то сводит, значит, это обязательно будет продолжено. Тут так, 50 на 50. Помириться могут люди.
И даже если это была какая-то дружба, тоже не достигли взаимопонимания. Может быть, и перевести отношения на новый уровень. Я не имею в виду, что мы идем под венец. Я лишь хочу сказать, что если были прежде какие-то недосказанности, то теперь самое время для откровенных разговоров. Хотя, в принципе, я и могу такое допустить, все же мы все разные. Как рекомендация выработать стойкий иммунитет к чужим особенностям психологического восприятия, может быть, неврозом, истерикам или то, что мы называем токсичным людям. Мы их не изменим, но рассмотреть для себя тактику, встретить и проводить. То есть люди, которых мы встречаем, и их следует провожать как можно быстрее, а есть и те люди, которых мы встречаем, и они могут в нашей жизни задержаться подольше, а многие надолго. Но вот кого и насколько вы готовы задержать, я вот как раз и вижу в этих картах. Посмотрим, что еще. Ну вот все то, что я сказала. У кого-то встретить и проводить, а у кого-то задержаться. Личная жизнь. Или, может быть, это, знаете, через общение. Я должна сказать, мои дорогие львы и львицы, здесь вам могут тут и льстить, или могут иметь просто интерес какой-то в отношении вас. Вот для вас все же холодная голова будет добрый союзник, потому что выпадают, во-первых, посмотрите, бубны. Да, карта называется гроб. Это, я надеюсь, все правильно понимают. Это завершение какого-то жизненного этапа. И, в принципе, астрологически это тоже как раз сопоставимо со всеми энергиями, которые характерны в этот период для вашего знака зодиака. Но есть еще и деньги, бубны все-таки. Есть, значит, какой-то основополагающий мотив последующих ваших действий, вашего общения, ваших, может быть, контактов, знакомств будет отталкиваться от построений новой финансовой концепции. И вы будете добры, лояльны к миру, к людям. Вы готовы будете рассматривать любые отношения, но тогда это все равно аналитика в основе всего. Где-то продуманность. Ну, может быть, и чувства накрывают где-то. Такое мы можем предположить в этот период. Тогда, если это происходит, вернитесь в реальность. Потому что у вас сейчас благотворный период для себя на будущее, может быть, не теряя времени, что-то просчитывать буквально математически, может быть и так. Или изучить что-то для того, чтобы в будущем заработать больше денег. Концепция финансов будет меняться. Собственно, астрологически она тоже будет меняться. Поэтому вам тут не замечтаться. Самые последние периоды февраля, завершение зимы больше ориентируют на реальность и на математический подсчет, денежный расчет и продуманность действий. Точно. Две бубновые карты. Карта клевер. У вас хороший период для того, чтобы для себя новое творчество, новое направление в бизнесе. Или пусть творчество прежнее, но вы прежде не думали о том, как это мне свой креатив переложить на финансовые рельсы. Вот самое время подумать. Здесь добавить надо явно каких-то либо знаний, либо, может быть, как вариант дополнительного заработка, или в направлении нового дела. Или если вы прежде ходили на работу в офис или куда-то, ну, как в организацию, вы работали на кого-то по найму, здесь нужно что-то свое. Вот. Ведь это карта благополучия. И поэтому, если вот эти энергии с кем-то с вами совпадают, или вы о чем-то подобном думаете, не кладите в долгий ящик. Возможно, на бумаге что-то просчитать, проанализировать, потому что это как шикарный старт. А кто-то из вас всерьез задумается о том, чтобы взять контроль над финансами в свои руки от начала до конца. Неожиданности, победа. Вот все то, что я говорила по этим картам, не прошляпьте что-то. Правда, тут какая-то возможность к вам приходит. И вы должны ее удержать, не просто удержать, а именно себя развивать в каком-то направлении или узнать какую-то информацию более достоверно, или
как ваше изучение, обучение чему-либо. Не откладывайте тоже на потом, потому что вы это переложите на финансовые рельсы, и у вас будет победа. Эта победа может через самодостаточность, которая для вас вообще открывает другие перспективы, как окно в мир. Все же аркан-победитель– это жезлы, дела, работа, бизнес и деньги. Карта подтверждает. Вот и есть в неожиданностях какая-то победа. То есть есть какое-то дело, мои дорогие львы и львицы, при правильном приложении усилий буквально прорыв какой-то у вас в неожиданностях может быть. Поэтому уделите этому внимание, что вам помогает. Но и не удерживайте то, что пытается уйти из вашей жизни. Это касается встретить, проводить, может быть, некоторых персонажей, но, может быть, и новую концепцию по работе. Я надеюсь, все правильно понимают, что смерть– это не про смерть, так же, как и гроб не про гроб, а это именно завершение прежнего жизненного этапа. Перемены есть, они уже происходят. И вот то, что я говорила по стационарному Марсу, оптическая иллюзия или преломление реальности, мы пока еще не видим, потому что наше видение, оно под каким-то одним углом или нашей какой-то субъективной точкой зрения. А тем не менее, те механизмы, которые запущены, они продолжаются. И то, что уже прежде было, ну, мы можем тоже не видеть, потому что все зависит от того, на каком уровне социальной лестницы вы находитесь. И мы не можем вот так глобально видеть, что же там наверху, да, делается. Но тем не менее, даже если мы посмотрим объективно, что происходит вокруг нас, мы понимаем, что ведь и правда перемены уже в нашей жизни присутствуют. Пока они еще не уложились в какую-то стройную форму или в какие-то рамки, последовательность, шаблон, но они уже запущены, и поэтому они к вам придут. Поэтому себя перестроить на новый лад или если что-то или кто-то пытается уйти из вашей жизни, ну, буквально провожая с музыкой, потому что вас это может где-то задерживать. Не время вам помогает, когда вы как раз провожаете что-то. Может быть, как и прежние свои неудачи, как работу над ошибками сделать, да, и позволить себе ошибаться, идти дальше. Это тоже вам где-то помогает. Но еще и примите во внимание, вот я сказала, работать на самого себя, работать на дому. Тогда по этой карте это будет для вас то, что будет вам помогать. Потому что по аркану 13 смерть я всегда привожу пример, как, представьте, вы садите маленькое зернышко в землю. И зернышко, оно его окутывает плотная оболочка. И прежде чем вот этот маленький росток, который находится глубоко внутри зерна, сможет пробиться через темную землю к солнцу, пройдет какое-то время. Вначале разрушается этот панцирь, иначе ростку не пробиться. А после росток в одиночку через темную землю к солнцу. Поэтому вот на такие жизненные этапы нас настраивает эта карта. Но решиться на что-то нужно именно теперь. И еще одна карта– обучайся. Ведь это карта сдачи экзамена. Но, может быть, кто-то как раз в процессе обучения. И тогда я могу сказать, то, что вы учите, может быть, вы учите ради интереса, вам это нравится этим заниматься, тогда вы попробуйте это переложить на какую-то документальную форму. Вы учите просто языки, например, сами для себя. Попробуйте, ну, может быть, онлайн или смотря где вы находитесь, смотря в какой стране, тут немножко законы разные. Попробуйте, как это вам, может быть, получить документ, сертификат. Или вы изучали что-либо другое, да, вы в чем-то специалист. И, может быть, нужно добавить каких-то новых направлений, чтобы приложить вашу прежнюю профессию, добавив знаний, получить новую специальность, получить, опять же, документ. И это для вас будет тоже некоторый старт вот к этим деньгам, финансам, к новым возможностям. Что такое деньги? Не деньги ради денег, а это новый способ взаимодействия с миром. И для вас, мои дорогие львы и львицы, это очень важно. Мы можем сдавать и жизненный экзамен, подводя какую-то демаркационную линию, что мы не хотим продолжать. Или сам по себе буквально экзамен, или жизненный экзамен. Может нам судьба, может быть, в этот период даже до конца февраля добавить такое дежавю, когда мы сталкиваемся с какой-то прежней историей. У кого-то это будут, может быть, и люди с их предложениями. Но, значит, будьте прозорливы и внимательны. Все же тройка пентаклей– это те перемены, тот механизм, который уже запущен. Это тоже правда. Но наше счастье, ваше
Самореализация, она будет зависеть от того, когда вы занимаетесь любимым делом. Вот это, наверное, самая главная мысль, которую пытаются передать нам карты. И это где-то и есть изменение нашего внутреннего состояния. И когда мы понимаем, что к нам приходит больше возможностей, мы чувствуем себя сильнее. Не хочется никому ничего доказывать, хочется только победы, и мы будем ее уже готовы где-то сохранять. Мы себя оцениваем на порядок выше. И для вас, видимо, эти энергии тоже в эти дни очень актуальны. Деньги. По шестерке кубков нам могут помогать близкие люди, нам могут помогать родители наши, да, разный возраст смотрит. А для родителей, может быть, дети, взрослые помогают. Взаимодействие, в принципе, дети, родители, может быть, и внуки. Вот здесь будет такое доброе, приятное общение. Это карта ностальгии, каких-то воспоминаний. Хотя у кого-то из вас может быть какой-то денежный вопрос. И по части тех отношений, которые уже завершились, а вот остались нерешенными вопросы финансов. Тогда в спокойных энергиях вы тут можете согласовать, что-либо проговорить. Для кого-то из вас это человек, которого вы знали какое-то долгое время, в эти дни вы его можете встретить. Он может вам написать даже. Какие-то есть контакты с теми людьми по части денег, которых вы уже знали. И эта карта будет тогда говорить, что поддержка какая-то для вас будет. Поэтому деньги есть, я все же вижу так. Но больше весь наш расклад вас направляет в сторону новых достижений, дополнительного дохода или новых заработков. Может быть, это и через личную жизнь, кстати, да, какая-то прежняя история. Тут тоже вам какую-то сумму вы можете получить, например, если она вам причиталась и где-то там застряла. Ну, деньги есть, деньги будут, но, повторюсь, все же смотрим вперед, потому что что-то завершается. Личная жизнь. Вот будьте на своей волне, как вот эта королева жезлов. Потому что жизнь ее, ну, будем говорить, нагибала не один раз, и уже сложный путь, опыт. И сын ошибок трудных. Она проходила и не единожды. Она была прежде когда-то очень доверчивой. Может быть, она имела какие-то идеалистические взгляды, но жизнь ее вернула в реальность, и теперь она готова себе не помешать и не навредить. И тактика вот такова, что она очень притягательна, как и была, так и осталась для людей. И вы будете очень притягательны для противоположного пола, но и, в принципе, вы будете интересны, люди за вами могут наблюдать, и поэтому о себе много не рассказывайте. Какие-то, если беспардонные вопросы, уходите, будьте готовы к тому, что вам могут подобные вопросы задавать. Делайте выводы, идите дальше. Но вам люди будут нести эту информацию, и ваша задача правильно ее как проанализировать, обработать. И вполне вероятно, вот все то, что я говорила по аркану букет, вы можете услышать какую-то новость или чья-то мысль, высказанная вслух, для вас будет хорошим продолжением, и вы это можете употребить на благо себе. Вы можете со многими тут договориться, именно потому что вы сами у себя на уме. Вы о себе много не рассказываете и оставляете людям думать о себе все, что им угодно. Это сильная позиция, когда мы не включаемся в конфликты. Сколько бы нас тут кто ни вызывал и не провоцировал. И знаете почему? А потому что у нас свое какое-то, как задача или свое дело, свой какой-то интерес. И мы не хотим себе навредить. Вот, мои дорогие львы и львицы, вы здесь не захотите себе навредить. Давайте посмотрим. Да, правда, добрая энергия. И вы знаете, вы можете быть в зоне повышенного внимания. К вам, как и люди из прошлого, могут возвращаться. Могут быть, из прошлого я имею в виду даже друзья, вот, как я уже сказала, по шестерке бубнов. Пусть это вам на деньги, но это где-то может проигрываться через личную жизнь. Могут быть какие-то комплименты, желание познакомиться, кстати, с вами. Тоже такое я вполне допускаю. И где-то планетарно новые люди к вам приходят, как я уже говорила, в вашу жизнь, как и в завершение зимы. Но еще и будет и март, и где-то и апрель.
Но тут мы не мечтаем. Карта будет говорить, что если новые люди приходят или какой-то человек приходит с общением, тогда успевай насладиться этим моментом. Или принимай какие-то подарки, принимай ухаживание. Если тебе предлагают куда-то поехать, отправляйся. То есть тебе дается этот человек для того, чтобы ты сделал какую-то внутреннюю, ну, как саморазгрузку, чтобы освободиться от каких-то сомнений или освободиться от каких-то грустных мыслей, добавив в себе вдохновение и позитивных эмоций, но не далее. Только эмоциями мы себя так немножко вытягиваем, может быть, из какой-то сложной ситуации или из жизненного болота. У каждого здесь будет по-своему. Но будьте реалистами, опять же, потому что вам сейчас нельзя замечтаться. Перекладывайте на себя, мои дорогие львы и львицы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.